Ты давно изучаешь русский язык, но все еще плохо говоришь по-русски? Или, может быть, ты понимаешь все, что говорят тебе русские, но сам иногда не знаешь, как нужно ответить? Я очень часто слышу эти слова от иностранцев, поэтому сегодня давайте обсудим, как начать говорить по-русски более свободно. Меня зовут Даша, я преподаю русский язык иностранцам. Вы на канале I Love Russian. Здесь вы найдете бесплатные уроки по русскому языку, советы о том, как его изучать и видео о культуре России. Я заметила, что многие из вас смотрят мой канал без подписки. Так вы пропускаете новые видео. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы всегда быть со мной на связи. Ну что, поехали! Любой иностранный язык мы изучаем для того, чтобы говорить на нем. Это самый нужный и в то же время самый трудный навык. Сегодня я поделюсь с вами советами, которые помогли мне больше говорить по-китайски, когда я изучала этот язык. О том, как учить русские слова и не забывать их, я хочу снять отдельное видео. А сегодня давайте поговорим о том, как сразу использовать в речи новые слова. Во-первых, учите не слова, а словосочетания. Например, не футбол, а играть в футбол, смотреть футбол. Не хлеб, а черный хлеб, свежий хлеб, покупать хлеб и так далее. Во-вторых, сразу попробуйте составить 2-3 предложения с новыми словами. Запишите и проговорите их несколько раз. В-третьих, начинайте думать по-русски. Например, вы выучили слова «играть в футбол». Потом вдруг по телевизору вы увидели матч. Скажите про себя: сегодня они играют в футбол. Сегодня он плохо играет в футбол. Помню, когда я учила китайский язык, я постоянно описывала, что я вижу и что я делаю. Например, я говорила про себя. Сейчас я иду в магазин. Я хочу купить овощи и фрукты. Сегодня на ужин я приготовлю салат и рис с мясом. Я иду и вижу собаку. Может быть, ее зовут Дружок и так далее, и так далее. Я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Это упражнение очень помогло мне разговориться. Пробовать писать дневники или посты в блогах очень полезно. Это помогает вам включить русский язык в свою повседневную жизнь, а не заниматься им только 2-3 раза в неделю. Да, письмо – это не говорение, но все виды речевой деятельности так или иначе связаны друг с другом, поэтому ведение блогов на русском языке будет хорошо влиять на вашу устную речь. Обязательно попробуйте писать дневники по-русски, составлять списки дел или продуктов, которые вы хотите купить в магазине. Не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях к этому видео. Когда вы смотрите фильмы или слушаете песни на русском языке, конечно, вы узнаете новые фразы, которые потом можете использовать в своей речи. Особенно легко запоминаются слова из песен. Но нужно помнить, что иногда для русских музыкантов слова важнее музыки,
поэтому они пишут не просто тексты, а стихи. Порой выученные вами фразы из песен могут звучать очень странно в обычном разговоре. Разговорные клубы создаются именно для того, чтобы помочь людям больше общаться на иностранном языке. Как выбрать хороший разговорный клуб? Я хочу поделиться с вами тем, что важно для меня при выборе разговорного клуба. Преподаватель дает возможность участникам клуба самим выбирать темы встреч. Встречи не похожи на уроки, когда преподаватель объясняет, ученики слушают и отвечают на его вопросы. Преподаватель дает дополнительные материалы, например, презентации, словарики, аудио, видео и так далее. Важно помнить, что на встречах разговорного клуба мы не учимся говорить правильно, мы учимся говорить свободно. Чем быстрее вы начнете общаться с носителями русского языка, тем больше вы будете чувствовать свой прогресс. Почему иностранцы мало общаются с русскоговорящими? Вот несколько причин. Может быть, вы живете не в России, то есть вы находитесь не в языковой среде. Но сейчас эту проблему можно легко решить с помощью интернета и соцсетей. Например, если вам нравится играть в компьютерные игры, я уверена, вам будет очень легко найти русских игроков. Или вы можете зарегистрироваться на форумах, где люди помогают друг другу в изучении иностранных языков. Вторая причина. Вы живете в России, но не знаете, как знакомиться с русскими. Если вы стесняетесь знакомиться с людьми в общественных местах, начните с соцсетей. Например, на сайте ВКонтакте вы можете найти людей из любого города России. Когда вы найдете русского знакомого, когда вы начнете больше с ним общаться, вы сможете предложить ему встретиться в реале. Также вы можете выбрать какое-нибудь маленькое уютное кафе в городе, в котором вы находитесь, и регулярно туда ходить. Официанты и другие работники кафе обязательно вас заметят и, может быть, сами захотят с вами познакомиться. Помните, чтобы лучше говорить по-русски, нужно меньше общаться на своем родном языке. Я рассказала вам об основных способах начать говорить по-русски более свободно. А сейчас давайте я покажу вам, как зарегистрироваться на сайте ВКонтакте. Открываем сайт vk.com, пишем свой номер телефона. На ваш номер придет смс с кодом, напишите его, а потом заполните поля: ваше имя и ваша фамилия. Также выберите дату своего дня рождения и пол, женский или мужской. Нажмите «Продолжить». Вы зарегистрировались. Теперь давайте заполним основную информацию. Выберите вашу страну, ваш город, ваш университет. Введите вашу электронную почту. Ваша страница на сайте ВКонтакте готова. Что здесь есть? Ваш профиль, новости, сообщения, сообщество и так далее. Сайт показывает вам, как он здесь работает и какую информацию вам нужно заполнить.
Далее попробуйте найти вкладку «Сообщество» или «Группы». Я советую вам искать группы на этом сайте, потому что именно в группах вы можете выйти на русских людей, с которыми потом можете познакомиться и завести дружбу. Например, вы можете написать Russian Language. В этих группах вы, скорее всего, найдете иностранцев. Выберите группы по вашим интересам, например, футбол. Там вы найдете русских, с которыми потом можете общаться. Итак, если вы хотите говорить по-русски более свободно, описывайте свои действия на русском языке. Ведите дневники и пишите посты в своих блогах. Используйте в речи услышанные из фильмов и песен фразы, но делайте это осторожно. Посещайте встречи в разговорных клубах и пробуйте найти русскоговорящих друзей для общения. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы уже делаете для того, чтобы больше говорить по-русски, и что вы планируете делать. Пока-пока!